Всем привет, народ! Сегодня такое решил сделать спонтанное видео. Очень, конечно, жалею, что я не разобрал эту пилу при вас, так сказать, и не показал вам, что тут у меня случилось. Суть проблемы в чем? Нужно было мне отпилить брус 15 на 7 сантиметров. Очень срочно и очень быстро. Под рукой ничего не оказалось, как вот этой вот пилочкой. Ну, взял я эту пилочку, придавил как следует, пол бруса пропилил, и потом что-то меня там захрустело. Помимо того, что захрустело, вот берешь пилку, когда она все собрана, трясешь так, и там, как, знаете, как колокольчик, что-то брякало. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Ну и, конечно, мои действия. Беру пилу, конечно же, не на этом столе я ее разбирал, там в гараже, разбираю, вот. И смотрю, что вроде бы как выпала какая-то у меня втулочка. Крутил я эту втулочку туда-сюда. В итоге я понял, что эта пилочка не с этой пилы, а где-то просто валялась у меня там в гараже на столе. Но втулочка оказалась отсюда. И втулочка, друзья, выплыла. Вот она, вот эта вот втулка. Я ее туда уже установил. Опять же, зря установил, не показал вам. Тоже очень жалею. Но, короче, достать ее отсюда, не разобрав редуктор, полностью не могу. Поэтому показываю просто так. В итоге, что произошло? Произошло следующее. Смотрим на зубья и удивляемся. Тут зубьев практически нет. Здесь верхушка целая. Ну, где нет зацепления с главной этой вот шестеренкой, да, которая уже идет на привод самой цепи. Мало того, что я обнаружил, видите, именно внизу шестерни есть несколько зубчиков просто отломанных. И тут я понимаю, откуда втулочка. То есть я вам показал, да, она была, здесь не было ее, была она мне просто в руке. И понимаю, что произошло. Произошло следующее. Поскольку я спешил и сильно давил нашу пилу в этот брус, а наша шестерня, вот это главное, будем говорить шестерня, да, испытывала большие перегрузки. От больших перегрузок выплыла вот эта вот втулка и ее просто сбросила. А раз втулки здесь нет, то наша шестеренка это становится, вот она стоит так, она стала вот так. Вследствие чего сразу же съела зубья на роторе двигателя. И где-то же было начальное сопротивление. И при начальном сопротивлении вот ломануло вот этих вот пару зубчиков внизу. А внизу, видите, не целиком зубья, а внизу. А внизу ломануло именно потому, что шестерня стала вот так вот. То есть вот эта вот часть приподнялась кверху. Вот, поэтому суть песни в том, что не давите и не спешите. Не спеши! Вот, я вам показал, как говорится, на своем примере. Раз показал на своем примере, вот пилу я не чистил, не разбирал после обзора. Вот, прошло 2 года. И смотрите, что тут внутри у меня есть. То есть тут как бы еще по-божески, так пыльца не особо. Здесь, где уже стоит шестеренка, видите, сколько по бокам набросано вот этих вот мелкой-мелкой деревянной пыльцы. Я пилками даже не назову, но вот есть, да. Есть. Здесь состояние вот такое вот ужасное. Потом, видите, даже ничего не прочищал, не чистил. Вот. Контроллер имеет вот такой слой пыльцы, я бы сказал, совсем незначительный. Здесь под низом все как бы чисто. Кому интересно, маркировочка, не помню, я в обзоре показывал или нет. Вот контроллера. И теперь смотрим и удивляемся. Здесь я тоже ничего не чистил. Видите, как все чистенько и аккуратненько. Вот. И поэтому я опять же остаюсь приверженцем того, что это сухой редуктор. Никаких смазок сюда ложить не нужно. Никому, друзья, не навязываю свое мнение. Можете там с кем-то спорить в комментариях. Я в эти споры больше лезть не буду. Вот. Но мое мнение, что здесь должен быть сухой редуктор. Не зря китайцы сюда смазки не кладут. По крайней мере, по-моему, мне ни в одной пиле не попадалась здесь смазка. Если попадалась, то совсем там мизер. И люди писали в комментариях тоже: да, ты прав, я разобрал, смазал смазки, там поработал год или полгода, уже я не помню, сколько люди писали, разобрал, и здесь зубьев у меня тоже нет. И сразу человек описывает, что вот эта вот пыль
склеилась со смазкой и превратилась, грубо говоря, в камень. А этот камень съел полностью везде зубья. Поэтому, опять же, настаиваю. Я настаиваю для себя, не для вас. Настаиваю, что здесь сухой редуктор и смазки здесь быть не должно. Видите, как все чисто и аккуратно. Не сдувал, не обдувал, не чистил, не протирал. Вот весь движок, как он был. Весь, то есть редуктор. Ну и, конечно же, движок. Вот такая вот, грубо говоря, чистотень. Ну, а на сегодня все, наверное. Что хотел, то вам показал. Не знаю, кому-то вот эта информация полезна, кому не полезна. Да, я сразу подумал, что эта втулка никак не могла выплюнуться. Думал, что здесь все-таки есть какой-то под втулку упор. Но здесь просто у нас стакан для чая, да. То есть расстояние, втулка стоит где-то в этом районе. И там еще расстояние, видите, сколько. То есть работало вот этот вот, как я говорю, колокольчик. Выкинула втулку. Вот, наверное, теперь все. Все, друзья, кому было полезно и интересно, ставим пальчик вверх. Всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Ну и до новых видео. Пока. Желаю, чтобы все.